Эй, друзья, всем привет! Приветствую вас на канале Алекс Титанов. Выехал прокатиться сегодня. Шикарная погода, просто февраль. Плюс 10 градусов, сколько там. В общем, удивительная сегодня погода. Сейчас нажму на паузу книжечку. И выехал проехаться, поискать тайник. А я перекрутил недалече шипы у себя на ботинке. Поставил их посередине, они были сдвинуты у меня наперед. Я посмотрел обзорчики на ютубчике. Типа решил сначала начать с середины. Да вот проблема. Я уже проехал прилично, а они не встревают. Еще я ничего не пойму. Я просто перекрутил на середину. Что происходит? Ман. Сначала я не мог накачать колесо. У меня какая-то проблема с насосом. Вот он встрял. Что происходит? Теперь я не могу ставить ботинок. Что еще ждет меня сегодня, друзья? Эх, дец. Нормально, я красавчик, я понял, я не той стороной его прикрутил. Шип. Придурок. Вот стою босиком на мосту, нашел потеплее место на улице. Я не той стороной прикрутил шип. Хорошо, что у меня вроде бы мультитул с собой. Но это не точно. Вот эти вот засунуть сейчас 3 пары носков довольно-таки непросто. Вот это то, ребята, когда редко ездишь вот раз в неделю и пытаешься выехать, и у тебя начинается то не работает, это шиф, все через одно место. Мам, сейчас все посыпется в речку. Это, короче, почему так происходит? Потому что не каждый день езжу. Вот почему. Это вот я вам как доктор говорю. Я их, значит, дома перекрутил, эти шипы. И еще не ездил с новым положением шипов. И сейчас такой еду, снимаю ботинок, смотрю без очков. Не вижу ни черта. Все вроде нормально. Что не так? Снимаю левый. Все то же самое. А потом одел очки. Семен Семенович. Так вы же не той стороной шип прикрутили. Как так-то? Просто красава. Поменял шип. Погнали. Погода сегодня просто шикарная. Посмотрел геокешинг, нашу страницу. Уже найдено нами 162 тайника. Если сегодня найду, будет 163. 19 километров расстояние до него с дома. От дома. Что здесь происходит? Так. Что вот это вот? Что здесь болтаемся мы? А можно не нажиматься на все кнопки? Так. И вот. Поеду, поищу. Сейчас попробую вставить ногу в педаль. Правую. Есть контакт. Окей. Едем, друзья. Солнца нету, но тепленько. Я ж такой деловой. Наушники купил специально для велосипеда. Все тут рассказывал. И как бы я это знал, как бы это как бы логиш.
логично, понятно, что в наушниках ездить на велосипеде нельзя по правилам. Ну, если ты такие вставляешь просто в уши какие-то маленькие, то их никто и не видит, едь себе и все. А я же придумал, чтобы шапку придавливало, чтобы теплее было зимой. Надо именно такие, которые на голову одеваются, купить. И потом смотрел, на работе с кем-то разговаривал. И такие, ну, в наушниках нельзя ездить. Я такой, стоп, а ведь точно в наушниках-то нельзя ездить. И ладно, пофигу. Штрафуют, так и штрафуют. Но я сейчас вот прямо ехал по дороге и полицаю навстречу. Я в наушниках такой, ля-ля, такой, морду кирпичом, думал, развернуться догонят. Ну, в принципе, им не до меня, а мне не до них. Так, навигация нихуя не работает. И, блин, я вот говорю, вот когда редко выезжаешь, то начинается все через пень-колоду просто. Ничего не работает, ничего не показывает. Сука, ты можешь, блядь, просто, блин... Что ты хочешь? Почему ты мне не показываешь, как ехать? Заработал Google Maps. Телефон-то новый. Все надо заново настраивать. Пока выйдешь, вот реально. Я вот, наверное, час выезжал с дома. Пока накачал этот велосипед. Один насос поломался. Я переставлять давай с одного на другой вот эти штуцеры, потому что один какой-то машинный, другой велосипед. Короче, 4 насоса и ни один толком не качает. В общем, я сделал, сбастливал с 2 один и накачал с горем пополам. Еще тема ботинок прям вообще актуальная, зимних просто. А еще я ее так и не решил. Вот остаются 2 нерешенных проблемы. Это крепление для телефона на руле и ботинки теплые. В последний раз я ездил в этих новых велоботинках, зимних велоботинках, это важно. И у меня пальцы ног так замерзли, что я когда пришел домой, зашел, когда вот этот эффект, когда очень какие-то конечности замерзнут, пальцы обычно, там уши, нос, и в тепле они начинают оттаивать, размораживаться, дикая боль. Так вот так у меня вот так вот пальцы замерзли с прошлые выходные. И был всего то ли -1, то ли 0. Что-то вообще, ну, не так уж и холодно. И 3 пары теплых носков. Ладно, 2 пары теплых носков и обычные носки. Но 3 пары, из которых 2 теплых. Камон! Зимние ботинки. Я в кроссовках. Я всю жизнь ездил в обычных кроссовках зимой. Я не мерз так в этих 3 парах носков. В обычных кроссовках, как я замерз в прошлый раз в зимних ботинках. Пиздец. Я, блин, плювался, просто плевался. Да что за нахер это такой? За 100 евро ботинки купил. В них холоднее, чем в кроссовках. Я такой, все, отправляю обратно, блин. А я их уже 3 раза, по-моему, одевал. До этого было не сильно холодно, как бы я тоже пальцы замерзал. Думаю, ну ладно, одену еще одни носки. Уже в прошлый раз я натянул этих носков, еле всунул ноги. И, блядь, у меня просто такая дикая боль, когда начали размораживаться пальцы дома. И я-то ездил там всего часа 2. Ну, то есть недолго, не целый день. В общем, фуфел полнейший. И все, короче, я залез, посмотрел опять, заказал себе новые ботинки, блин, хотя я клялся, уже божился, ничего не покупать на велосипед. Уже устал деньги тратить, но у меня когда какая-то нерешенная проблема, она меня мулит, блин, мне надо ее решить до конца. Вообще записывать сейчас, нет? Да. Залез, типа, опять Шимано, хотя у меня уже опыт есть плохой с ними. Хотя вот эти, в которых я сейчас, обычные осенние шимановские, шикарные. Вот мне в них сейчас, в этих же 3 парах носков, вообще не холодно, хотя они никакие, не зимние, обычные самые. Вообще не холодно, ништяк. И есть такого же плана
зимние, на шнурках, потому что все эти вот эти липучки какие-то там гребаные, какие-то хитромодные системы. Такая чушь неудобная. Они такие узкие, в них хрен что всунешь, какую ногу. И еще, блин, всунешь-то всунешь. Но, блядь, не холодно, уже не буду повторяться в 500-й раз. Это катастрофа. Я их, короче, заказал за 109 евро. Вот сейчас жду, а эти-то у меня зависли, и они как бы, я их 3 раза одел, и уже отдавать их обратно, вряд ли они обратно примут, потому что я их вроде бы отмыл, но все равно за 3 раза уже видно, что их одевали. Короче, не знаю, написал письмо продавцу, что за нахрен, ну, уважительное, конечно, ну, типа, экстремально замерзают пальцы ног, я хочу их вернуть обратно. Если не заберут, единственное, что я, может, погорячился, я на другом сайте купил эти Shimano новые. Они могут предложить как решение проблемы, что какие-то другие ботинки у них купить. И, разумеется, у них тоже такая есть модель, но они у них дороже, у них 129. Но в любом случае вышло бы подешевле, чем я сейчас новые купил. И плюс эти зависнут. Я так подумал, блин, продам их тогда в eBay, если они не заберут. В общем, а сезон заканчивается в eBay, их тоже хрен кто купит. Короче, пиздец какой-то с этими зимними ботинками. Я разочарован, друзья. Это так не должно быть. Они не должны писать типа зимние. Они ни хера не зимние. Это чисто на осень. Они типа там из супер-пупер материала, не промокают, не продувают. Да нахрен они мне нужны, чтобы я в дождь не езжу редко. Мне главное, чтобы тепло в них было, блин. И короче, бредятина, блин. Деньги вот эти вот раскидываю. Не могу, блин, вот успокоиться, пока вот не вот буду видеть, что все, проблема с зимней обувью закрыта. У меня есть нормальные ботинки. Короче, одно да об одном. Да, еще в тот момент, когда я уже окончательно твердо, уже все закончились праздники, все, которые просто не заканчиваются. Хотя сейчас опять 8 марта, им нету конца. Ты такой думаешь, ну все, день влюбленных, все, вот еще потрачу. И наконец-то начну всерьез собирать на свою мечту, на кемпер. Все. И, блядь, начинается. Ботинки. 8 марта. Сумки, короче. Сумки вот для этого велосипеда, для Розы, на котором я сейчас езжу. Я их заказал еще когда купил этот велосипед. Полгода назад. Алло. Вот то, о чем я говорю. Надо обязательно смотреть вот так вот в тебе в глаза. А кто ты? Что ты? Всегда смешно. И смотрит. Ты что? Это я сейчас правильно понимаю, вижу, что ты едешь на велосипеде и в наушниках. Я не знаю, что это. Они все думают в этот момент, когда они рассматривают. Так, я сбился. Еще тогда, блин, я велосипед заказал, по-моему, еще весной. Потом я его получил, по-моему, в октябре, уже не помню. Сейчас февраль. Еще весной я заказал сразу на него сумки, потому что они специальные, от Розы, на магнитах. Они, короче, супер-пупер. Они ни одному другому велосипеду не подойдут. Они, у них специальное крепление на магнитах, в общем. Они охереть дорогие. Одна там 110 или 120, другая 80 на раму и под раму, и в раму. И они такие, сейчас у нас нет в наличии, как будут, мы пришлем. И что вы думаете? Конечно, они сейчас появились. Мне приходит имейл. То есть они лежали у меня в корзине на их сайте. Я их как бы заказал. Я уже и забыл про них вообще. И, разумеется, как в тот момент, когда я собрался серьезно собирать деньги, мы их выслали вам. Все, пожалуйста, радуйтесь. Если они сейчас придут, надо их оплатить.
Я, конечно, рад, но вот не рад, что именно сейчас это происходит. Все сразу и все вместе. Вот эта техника педалирования, чтобы не давить, а именно крутить, именно протягивать и вытягивать наверх, я так скептически к этому отнесся, а вот сейчас вот пробую. Блин, да, это работает. Вот, то есть ты больше тянешь ногу назад, и потом она сама закидывается наверх, и потом крутится вниз. То есть главное это внизу ее протягивать, их ноги протягивать. Ты просто не всегда помнишь, но когда помнишь, когда начинаешь это делать, то как бы скорость прибавляется. Хотя в последнее время я катаю вообще около 20, даже меньше 20 км в час. Если летом я как-то, когда пересел с хардтейла на гревел, у меня как-то по 25, по 27 скорости были. Сейчас просто 19-20. Такие скоростя. Хочу сегодня хотя бы полтинник проехать, а то что совсем я мало катаю, редко. До цели осталось 33 минуты до тайника. Поищу там тайник и поеду еще чуть дальше. Еще надо километров 5-6. В сумме получилось полтинник. И завтра тоже полтинник. В идеале было бы неплохо приехать, а завтра вроде бы какой-то ураган стоит. Ливень. Пофиг. Распаковка компакт-диска. Погнали! Сегодня у нас компакт-диск легендарной группы, легендарнейшей группы Slayer. Та-да, та-та-да. Ничего не вижу, потому что я делаю распаковку в кромешной темноте. Кизя, ты не могу выключить свет? Мануально. Придется мне встать и включить. Легендарной группы Slayer. Интересно, как по-английски это звучит. Потому что я это читаю как Slayer. Так, коробка просто новая. Ну вот просто новая. Вообще диск как будто новый. Вот такой вот проспект. Книжечка. Просто вообще ее кто-то открывал. Читал вот эти все манускрипты эти вот эти. Походу нет. Так. Сам диск. Да он, блин, новый. Алло. Его вообще никто не юзывал. Он не видел еще этой деки CD-шной American. Короче, альбом Diabolus in Musica. Ну, или как это там читается. In Musica. С каким ударением. Вот так вот он оформлен. 11 песен. Давайте пару слов. Во-первых, за сколько, что, почем я его купил. Купил я его на eBay за 1,5 евро. Всего-навсего за 1,5 евро. Шикарная. Это как слиток золота купить. Все эти группы со временем станут только дороже в цене. Поменяйте мое слово. И, кстати, тут написано Ноя Фертих. Ноя Фертих. Кизя, а если В, а не Фау, то есть читается Ноя Фертих, по идее. Ну ладно. В общем, новый он. Или это скорее как новый. Ну что, он не запечатанный. Офигеть. Купил я его за 1,5 евро, доставка евро 75 стоила. Итого он мне обошелся 3,25. Шикарно, просто новый компакт-диск. Давайте пару слов. Во-первых, за Slayer. Что нам за Slayer тут расскажет Википедия?
Эй, халло, давайте начнем сначала с группы. Группы. Слайм. Группа. Вот она уже искал. Какие-то большие птицы. Соколы какие-то. Один улетел, один второй. Летает. Их здесь тоже полно. Мышей выискивает, офигеть. Не знаю, видно, нет. Так, что хотел рассказать со стримами. История. Начал я потихоньку стримить, экспериментировать, как лучше. Камеру на себя вешать, рядом ставить. Пардон. История со стримами, с рисованием на вокзалах, скорее всего, отменяется. Это было так себе затея. Ну, будем, конечно, посмотреть, можно будет попробовать. Чисто теоретически мне довольно того времени, что я дома рисую и стримлю в это время. Одним словом, таскать еще с собой планшет, выглядеть как клоун с телефоном на груди и планшетом где-то на вокзале. Так себе развлечение, когда я в принципе могу то же самое делать. И я и делаю, рисую дома. И параллельно стримить в это время я могу и дома. И это, в принципе, работает. Нету там никаких таких сумасшедших там посещений и просмотров. Ну, какие-то люди там по 20 человек залетают. Какие-то комментарии даже пишут. Прикольно. И это меня очень мотивирует прямо рисовать. Ты такой, ну, раз ты уже включил камеру, то надо хоть что-то нарисовать. И как по обычным делам вечером я рисую такой после работы. Блин, устал, поел, глаза закрываются, лег на диван с планшетом рисовать. Порисовал 10 минут и заснул. Не так каждый вечер. А когда включил камеру, на камеру, когда рисуешь, когда кто-то еще это смотрит, уже такая появляется небольшая какая-то ответственность, что ли. Ну, покажи, что умеешь, что можешь. Типа, какая-то мотивация появляется больше. Ну, я так с удовольствием рисую. Ну, рисовать и стримить. Интересная тема. В общем, на вокзалах я вряд ли буду это делать. А дома по вечерам, да. И в прошлый раз или в позапрошлый раз я попробовал вести стрим в YouTube с телефона на велосипеде. Абсолютное фиаско. Вообще ничего не получилось. Я присобачил телефон. Все вроде бы чин-чинарем. Включил стрим на YouTube. И телефон повесил на грудь. Я еду на велосипеде, я не вижу, что там происходит. А он как только теряет связь, а он почему-то все время терял связь, ну, интернет, я не знаю, что он терял. Прикол в том, что когда я останавливался, никакого стрима не велось. То есть я ехал полчаса, час и думал, что-то рассказывал там. И думал, что это все передается в YouTube, я сейчас стримлю. А ни хрена, он просто, я останавливался, типа, посмотрю, что там происходит. А там ничего не происходит. Потому что связь потеряна. Желаете продолжить или что будем делать? Я такой, да, окей, продолжить. Ставлю обратно телефон на грудь. Прикручиваю, прикрепляю, еду, рассказываю. А ну-ка посмотрю, что там. Останавливаюсь. Связь потеряна. Не хотите продолжить? Хочу. И так я раз 5, наверное. И в результате вообще ничего не записалось. Ничего не стримилось. Там, по-моему, первые минуты 1,5. И все. Я не знаю, в чем проблема, потому что когда я пробовал через GoPro стримить в YouTube, подвисало, но работало все. А прямо с телефона, по идее, должно быть намного проще и лучше.
ничего не работает. Потому что, почему? Потому что, видимо, должна быть какая-то связь сумасшедшая, хорошая. Или что, я не знаю, честно говоря. Я не могу объяснить, почему через GoPro. А это надо понимать, что это надо было в телефоне включить раздачу интернета, чтобы с GoPro соединилось. То есть это намного сложнее конструкция, чем прямая трансляция через телефон. И все работало. Короче, от этой мысли я тоже отказался. Вести стримы велосипедные хватит и достаточно рисовальных стримов. Вот реально. Зачем мне еще заморачиваться? Во-первых, этот телефон на груди. Это какая-то катастрофа. Он огромный. Ты как клоун едешь с этим телефоном, привлекаешь внимание. И боишься, что этот телефон сейчас упадет новый об асфальт к херам собачьим. А это стопудово рано или поздно случится. Потому что эта вся конструкция на шее, на груди, она такая себе. Вечно, стремаешься, чтобы это все сейчас не упало на асфальт. Короче, отказался я от этой мысли, ну и вы нахрен. Включу свет. Я по дороге прямо еду без света. Нехорошо. Как обычно, сопли. Я уже, если кто меня смотрит, прошу простить на веки вечные наперед. В целом, повторюсь, мне понравилось вести стримы в YouTube. С ТикТоком тоже отпадает вообще везде. У меня сначала была какая-то надежда на ТикТок больше, чем на YouTube. Там как-то побольше движухи. Но ТикТок вообще, он просто постоянно просит на экране подтвердить, что я сейчас снимаю и все такое. А я, соответственно, на велосипеде, когда еду, не могу подтвердить, я не вижу, что он меня спрашивает. Когда рисую, тоже не вижу, что там происходит. И он отключается, ТикТок. YouTube ты включил, если есть интернет нормальный, соединение, а дома Wi-Fi, то он и вообще хоть там часами стрим, рисуй, все нормально работает. Короче, TikTok отпал, вокзалы отпали, осталось домашнее рисование, и это с головой хватит. Вот такие вот новости, вот такие вот соображения по поводу стримов. В плане какого-то продвижения, раскрутки, там, подписчиков, лайков. А это ничего не дает мне абсолютно. Но в плане самомотивации офигенная, мощнейшая штука. Просто вообще, пускай даже там будет 0 сейчас участников стрима, все равно ты такой старательно прямо так рисуешь, так прямо не отвлекаешься, концентрируешься. Класс, мне понравилось. Так, с английского это переводится на секундочку как убийца. Поздравляю. Американская метал-группа, созданная гитаристами Джеффом Ханнеманом и Керри Кингом в Хантингтон-парке, штат Калифорния, в 1981 году. Наряду с Ханнеманом и Кингом первую инкарнацию коллектива, ставшую классической, составили басист и вокалист Том Арая и ударник Дэйв Ломбардо. Группа возглавила музыкальное движение американского трэш-металла в 1986 году после выпуска своего альбома Raining in Blood, который считается лучшим достижением группы и классикой трэш-металла. Вместе с группами Metallica, Megadeth и Anthrax Slayer входит в большую четверку трэш-металла. Да, поэтому я говорю, что новый диск, купленный за 1,5 евро, он со временем будет стоить десяточку. Характерные черты музыки Slayer: быстрый темп, скоростные гитарные соло и тремоло, кричащий вокал.
Тематика оформления альбомов и тексты песен группы связаны со смертью, адом, сатанизмом, насилием, войной, серийными убийцами, геноцидом. И зачастую носит антирелигиозный характер, за что группу очень жестко критиковали религиозные деятели и простые слушатели. По тем же причинам. По поводу нейросетей, искусственного интеллекта, я же тоже увлекся, загорелся. Купил второй ноутбук, новый ноутбук, более мощный ноутбук, там с предпоследней картой, график-картой. Все, чтобы работать с этими графическими нейросетями. Ну и как-то заметил в последнее время, что нифига я не работаю. Ну, это как бы ничего плохого. Я вообще любитель всего иметь по два. Это прямо у нас такой семейный прикол, что вот Саша все любит по два. Потому что мне надо, чтобы было обязательно два телефона рабочих. Не просто там какой-то один поломанный старый, а второй типа актуальный рабочий. Нет, чтобы оба были рабочие. Чтобы было два компьютера, чтобы было два велосипеда, две машины. Потому что у меня всегда такая измена долбит. Типа вот поломается, велосипед поломается, и что я буду делать? Вот как я буду вести свой блог? Вот поломается телефон, и что я буду делать? Поломается компьютер, и как я буду монтировать свои видео? Поэтому мне все надо по два. И это все смеются мои. Но это действительно так. Причем это не то, чтобы я там специально, это больше бессознательно как-то я делаю. Так, вот есть рядом велодорожка, а я как идиот еду по дороге. Баба испугалась, потому что пустая дорога, я решил повернуть именно возле нее. Да. И я такой смотрю, блин, я нифига, что в последнее время не генерю никаких картинок, потому что я как бы генерил для превьюшек, для своих видео, сделал парочку, и так они выглядят как-то не ахти эти превьюшки. С татуировками я еще до этого уровня не дошел, чтобы что-то там делать для татуировки в этом направлении с нейросетями. Поэтому я решил это дело нажать на паузу. А так как я плачу 5 евро на бусте этому Сергею Нейронову за то, чтобы видеть его этот контент обучающий. Офигенный контент, слов нету, но этим реально надо заниматься. Вот прямо каждый день. Прямо штудировать. Вот это вот так вот наскоком какие-то хорошие результаты нифига не получится. В общем, там оно недорого, $5, 5.30, по-моему, 5.20 в месяц. Но я решил вот такие все, где у меня какие-то абонентские платы, все позакрывать. Потому что, в принципе, у меня их всего 2. Точнее 3 евро 99 в месяц я получу на гугле за эти 100 гигабайт пространства. Там у меня фотки складываются. Но это действительно надо. Хотя надо просто один раз купить внешнюю большую шпахер-карту, карту памяти и все. Но все равно Google Фото он предлагает всякие коллажи, напоминания, что было в том году 10 лет назад, 100 лет назад. И это офигенно, мне это очень нравится. В общем, ну евро 99, ну точно не деньги. Вот тут какой-то произошел несчастный случай. Вторая, это у меня какая-то странная история на Амазоне с аудиокнигами. Там абонентская плата вообще там, я не помню, то ли 9,90, то ли 12,90. И какая-то была акция. Типа, я хотел уже отказаться. Хотел кюндинг, начал проходить процедуру, как обычно, чтобы я не уходил.
Оно мне выдало, типа, подпишитесь за 4,90 в месяц, на 3 месяца, что-то там, какая-то, по 4,90 сейчас в месяц, так или иначе, с меня списывает Audible, это от Amazon. Это аудиокниги на немецком там, я слушаю. Но эти книги я так медленно слушаю, там, я одну книгу слушаю в месяц, может, максимум. В принципе, там, по-моему, 2 книги на 4,90 ты и можешь скачать. Ну, мне как раз... Но я даже это не вытягиваю. Я там скачивал книг 10, и мне этого хватит там, ну, на год точно. И я пытаюсь как-то, блин, забыл слово кюндиговать это по-немецки, а по-русски, ну, как, короче, отказаться от этой абонентской платы, потому что не надо. И не могу. Как-то прохожу, все, да, все, вы отказали, все. И все равно мне каждый месяц приходит счет на 4,90. И хера не понимаю. И третье, это вот этот вот Сергей Нейрограф, вот. С его подпиской 5.30 на Бусти. Ну и вот, как я сказал, я сейчас это в последнее время не занимаюсь, хотя купил компьютер чисто под это. Но, как говорится, не пропадет. Он мощнее, сильнее. Хотя у меня и предыдущий, так, ну, в плане в таком потребительском, просто там видео смотреть, там, я не знаю, что обычные люди делают, серфить социальные сети, монтировать свои видосики для ютуба. У меня и тот это все вытягивал. Ну, ладно, посовременнее. Плюс, как я сказал, запасной. Мне надо, чтобы обязательно был запасной. Короче, я хочу... да, я сейчас сегодня скачал расширение для Chrome, Google Chrome. И скачал с Бусты все эти его видео обучающие. И если когда у меня наконец-то появится время на это изучение, я их уже все просмотрел, все уже там проэкспериментировал. Но все это все равно еще на каком-то поверхностном уровне. Нам надо очень глубоко погружаться. И я как бы понимаю, прикольно, интересно, но не совсем мое как-то. Вот мне больше нравится что-то вот рисовать, что-то вот. А когда какая-то машина за тебя там что-то делает, ну как-то это вот в такой, да, классно, четко, но до конца как-то это вот не впечатляет. Вот мне намного впечатляет больше, когда что-то там сам нарисовал. Пусть это будет какая-то кракозябра, что угодно, но сам научился. Или какие-то уроки посмотрел и научился там, как правильно тушевать, закрашивать тени, свет, как падает. Короче, что-то такое. Вот в этом плане мне намного интереснее, чем вот эти картинки, созданные нейросетями. Блин, короче, как-то... Ну вот, когда что-то начинаешь... задвигаешь на задний план, это свидетельствует о том, что у тебя недостаточно на это мотивации. Соответственно, короче, может что-то еще изменится, но пока что эти даже $5 в месяц нету смысла платить. Я все эти уроки, все его видео скачал прямо на 2 ноутбука, чтобы на одном смотреть, на другом заниматься своими делами. И сегодня откажусь в следующем месяце, чтобы уже не снимали. Вот такие новости по поводу нейронных сетей, искусственных интеллектов. Выпуск альбома Slayer задерживался, а их продажа запрещалась во многих странах мира. За свою карьеру группа выпустила 12 студийных альбомов, 4 из которых получили статус золотых в США, 2 мини-альбома, 2 концертных альбома, 4 DVD, 1... После более чем 30 лет гастролей и записей в январе 2018 года Slayer объявил о прощальном турне, который стартовал в мае того же года и закончился в ноябре 2019. После этого последовал распуск. 21 февраля 2024 года Slayer воссоединились в прежнем составе. Были анонсированы 2 выступления в Чикаго и Луисвилле. В общем, ребятам надо было денежки. Они растратили за 6 лет.
Надо было поправить свое материальное положение. Красавчики. Вот так делают просто все. Так, теперь за этот альбом. Дьяволус и музыка, дьявол в музыке. Вот это прямо вот не надо быть вот этой вот учительницей английского с ТикТока. Тоже ясно все и понятно. 8-й студийный альбом американской трэш-метал группы Slayer, выпущенный 9 июня 1998 года, а также 2-й студийный альбом группы, записанный вместе с ударником Полом Бостофом. Вот он. Это был первый альбом группы, сыгранный в гитарном строе C диез, получается. Это же диез, это решеточка киса. Ты как музыкант. С и решеточка. Это же диез? С диез. На 1,5 тона ниже стандартного. Ух ты. Прикольно. Альбом назван в честь музыкального интервала, называемого в латинском языке «Дьяволом в музыке», и известного своим диссонансом и неблагозвучием. Гитарист Джефф Ханеман написал большинство песен для альбома Slayer и стал как наиболее экспериментальный альбом. При прослушивании альбома можно услышать лирические темы, которые включают религию, инакомыслие, смерть, войну, маньяков и серийных убийц. Опять же, пожалуйста, битеши. Та-та-та-та-та. Все, друзья, погнали слушать. Мне мешало пару фоток сделать классно. И много каких-то вопросов я задавал. И я хотел, чтобы он сделал... Что он сделал? Меня на моем велосипеде. Я такой... Сделать, чтобы вот фон Металлики, там, стиль Металлики группы, но я с моим лицом ехал на моем велосипеде, роза Бэкрод FF, оливкового цвета. Так, я приехал в Цивилирайт. И он такой, опишите себя. А я ему, ну давай я тебе скину свою фотографию. Он такой, нет, я так не могу. Вот это единственный минус. Вот, и, короче, я много вопросов задавал. В результате он такой пишет, ну все, бесплатная версия закончилась, и через 5 часов только можете снова опять, либо покупайте за 22 евро, по-моему, месяц какую-то абонентскую плату, либо переходите на предыдущую версию ChatGPT. Короче, все как-то траурик грустно. Я думал, это вообще я там всякие вопросы. У меня вообще по жизни очень много вопросов. Я какой-то почемучка. Но, видимо, я его так не задалбывал сильно вопросами. А тут прямо как-то сильно много получилось, что он сказал, чувак, приходи через 5 часов. Все, ищем тайник. Так, давайте почитаем задание. Offensichtlich und dennoch gut versteckt. Очевидно и в то же время хорошо спрятано. На самом деле я разделяю двух человек, но здесь и твоя цель. Eigentlich trennen ich zwei Leute, aber hier bin ich eure Ziel. Подсказка: природный газ. Природный газ. Вон природный газ, вон природный газ. Но это уже приват грунтштук. Сюда лазить нельзя. Или вон какой-то столбик. Природный газ. Так. Тут просто грунтштук приватный. Ходить нельзя. Что еще с природным газом? Давайте включим навигацию еще раз. Увеличим. Так, я ухожу в другую сторону. Природный газ.
типа вот здесь, так у меня фара горит. Вот здесь, типа, природный газ. Чтоб я разделяю двух человек. Что там еще раз? Абвассер. Вассер. Блин, вот пойди пойми, о чем речь. Типа, нормально, типа по нормальным делам я представляю себя двух человек, но в то же время я здесь твоя цель. Что, понимаете? Очевидное, а их трены их разделяют двух человек, aber hier bin ich euer Ziel. Offensichtlich und dennoch gut versteckt. Типа очевидно и в то же время хорошо спрятано. Вассер. Вот эта табличка что? О, Erdgas. Нашел, друзья, нашел. Не знаю, где она. Вот она, стопудово. Нет? Да ладно. Да ладно. А вон еще одна. Скорее там. Erdgas. Тоже нет? Эх, алло. Газ. Так, зашел на страницу геокэчинга, смотрю, читаю про этот тайник. Вот вчера, буквально 21 февраля, человек нашел и поставил огромный комментарий. Типа, вас что делают хорошо, что хорошего в геокэчинге, что nicht einfach ohne Ziel, типа не просто без цели гуляют, а благодаря геокэчингу появляется смысл и цель в прогулках. И найти frisch entdecken, типа найти свежий люфт, свежий воздух, абентуэр, приключения, was will man mehr? Что надо еще больше? Wir haben gesucht und gefunden, was wir wollten. Типа мы искали и нашли, что хотели, nur stehen wir hier im Logbuch. В общем, они стоят с Logbuch, заполняют ein weiterer Ziert unsere Karte. Vielen Dank. Большое спасибо, короче, euch und werdet die schöne nicht mehr. Короче, как обычно, все находили на изи, все сразу нашли. Написано, природа делает непростым нахождение, но мы нашли дозу с логбухом. Все равно нашли. Классный кетчет, классный тайник, очень креативно. Ман. Танк des Hinweis, благодаря подсказке на Хайнге Зухан на какое-то время нашли. Так, подсказка. Так. Очевидно, и в то же время хорошо спрятано. На самом деле разделяют двух человек, но здесь твоя цель. Подсказка, природный газ. Знаете, что я еще нашел? Вот такие вот лючки с газа. В этом промежутку ничего не вижу, но может в каком-то другом. Значит, он должен быть возле второго. Вот такого желтого знака. Еще люк. Тут ничего. Люк. Я все понял. Возле того второго надо люк искать.
На. Где люк? Тут явно не открывается. Так. Ничего не пойму. Показано, что вот он прямо посреди дороги координаты, но это обычное явление, когда координаты очень приблизительные. И вот еще с газом все понятно, то вот это вот про 2 человек вообще непонятно, о чем речь вообще. Что надо... Хотя там было написано не заходить. Вот сразу какая-то тропинка протоптанная. Все, ребятки, еду домой, не солено хлебавший, не нашел я тайник. Что-то мне подсказывает, что он лежал вот здесь, в этом вот схроне еще вчера, и его оттуда вытащили, потому что это идеальное место. Это газ прямо написано. И вот где спрятать здесь, и по координатам, ну, не прямо здесь, но близко к этому месту. Но тут ничего нет, кроме песка и таракашек, букашек вон всяких. Ничего нету. Я подозреваю, я склонен думать, что он был вчера здесь, и его вытащили какие-то дети. Кто-то его вытащил. Потому что больше я не знаю, где он может еще быть. Единственное, что я не пойму, причем здесь представляю 2 человека. Какие 2 человека? Причем здесь 2 человека? Это идеальное место, чтобы спрятать тайник. Либо вот здесь вот 2 человека, может, потому что здесь 2 таблички. Одна из них про газ, вторая про воду. Но здесь тоже ни черта нету. А больше никаких вариантов. Здесь вот, то есть ты можешь спрятать в принципе где угодно, в этих камнях. Но так никто не делает, но что ты никогда в жизни не найдешь. Хотя бывает и такое, конечно. Но это уже как бы частная собственность, и там рыться, копаться в ихнем заборе. Это неправильно. Ну и так никто не делает, его там стопудово нету. Вот я нашел только 2 таблички. Вот вторая табличка с газом, более-менее близко к координатам. И вообще ничего нету. Поеду я еще 5 километров дальше, получилось сумма 50, и поеду обратно. Не нашел, обидно. Перечитал еще сейчас комментарии на странице тайника. Вот это меня всегда сводит с ума, когда я не могу найти. Все прямо нашли без проблем. Кто-то написал типа не Wasser, как там, Wasserabfall или Wasserablauf, не Wasser, какой там еще есть. Вот здесь таблички. Abwasser. Wasser просто, типа не Wasser, не Abwasser, а именно газ. Erdungsgas. Когда, если знаешь, на что обращать внимание, найти легко. Блять. Блин, я еще больше, я все равно вот решил уже уезжать, и все равно хожу взад-вперед, хожу, потому что меня вот мулит, хочется найти. Особенно бесит, что все нашли, все кроме тебя, а ты не можешь, потому что ты баран. И ты такой, блин, да как же так-то, я сейчас найду. А, вот, кстати, между 2.
Блин, вообще это очень далеко от координат. Но что мне подсказывает, что это здесь? Типа между двумя домами здесь. Так. Ну, что-то закрыто наглухо. Крышка. Да. Как это открыть? Что это здесь? Потому что вот между двумя участками это далековато, конечно, от координат, но прикол в том, что я не могу открыть этот колпачок, а больше здесь ничего нету. Ну тут есть на полу, но он тоже не открывается. Не нашел я тайник, не нашел. Ну что ж, будет повод туда вернуться еще раз. Все, друзья.